Приветствую тебя, дорогой подписчик! На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Над кенийским заповедником Масаи-Мара вставало солнце, окрашивая бескрайние степи в медно-красные тона. Воздух, еще сохранивший ночную прохладу, дрожал от далекого гула насекомых. Но в этом утреннем спокойствии чувствовалось натяжение. Доктор Самуэль, ветеринар с 20-летним стажем, чье лицо было иссечено морщинами от постоянного прищура на африканском солнце, сидел в открытом джипе. Его бинокль был направлен на группу акаций, где обычно отдыхал прайд львицы Налы. «Она ведет себя не так, как в прошлый раз», — тихо произнес Джошуа, главный рейнджер участка. «Помнишь, 3 года назад? Она просто ушла в кусты и через пару часов вернулась с Кирой. Мы тогда даже понять ничего не успели». Самуэль кивнул. Первая беременность Налы была хрестоматийной. Но сейчас, во второй раз, природа словно решила испытать львицу на прочность. Нала была любимицей сотрудников. Крупная, грациозная, с умным взглядом янтарных глаз, она была сердцем своего небольшого прайда. Последние 2 дня Нала не находила себе места. Вместо того, чтобы экономить силы, она постоянно перемещалась. Ее бока тяжело вздымались, а из горла то и дело вырывался глухой надрывный рокот. «Это будут тяжелые роды», — констатировал Самуэль. «Видишь, как она выгибает спину? Плод идет тяжело. Или их там несколько?» К полудню жара стала невыносимой. Нала укрылась в тени высокой травы, но покой ей только снился. Каждые несколько минут ее тело содрогалось от мощных схваток. Она рычала, громко, исступленно. Этот звук, полный боли и первобытного страха, разносился по долине на километры. Саванна — это место, где слабость одного становится сигналом для других. На крик боли начали стягиваться те, кто привык пировать на чужой беде. В небе закружили грифы, выписывая зловещие круги. Из высокой травы показались острые уши гиен. Эти пятнистые хищники чувствовали запах крови и уязвимость королевы. «Посмотри на прайд», — прошептал Джошуа, покрепче сжимая руль джипа. Львицы прайда, сестры и тетки Налы, повели себя удивительно. Они не ушли на охоту. Они образовали живой щит. 4 мощные самки расположились по периметру, мордами наружу. Когда одна из гиен осмелилась подойти слишком близко, старая львица Зури сорвалась с места. Громовой рык и короткий выпад заставили падальщиков отступить. Это была безмолвная клятва. Пока Нала дает жизнь, прайд будет ее стеной. Прошло 5 часов. Солнце начало клониться к закату, когда Нала, наконец, затихла. Она тяжело дышала, ее морда была в пыли и пене, но взгляд смягчился. Самуэль и Джошуа осторожно направили джип ближе, держась на безопасном расстоянии, чтобы не спровоцировать защитников. С помощью мощной оптики они заглянули в травяное гнездо. «О боже!» — выдохнул Самуэль. «Джошуа, ты это видишь?» В траве возились 2 крошечных пятнистых комочка. Близнецы. Для львов это большая редкость. Обычно рождается 1 или 3-4 львенка, но пара идентичных близнецов в одном помете — событие, которое случается раз в десятилетие. Но радость ветеринара была недолгой. Из тени кустов вышла Кира, старшая дочь Налы. Ей было около 3 лет, она была в самом расцвете сил, привыкшая к тому, что все внимание матери принадлежит ей. Кира подошла к новорожденным. Ее хвост нервно дергался. Вместо материнского любопытства
Она проявила агрессию. Глухо зарычав, Кира ударила лапой по земле рядом с малышами, едва не задев их. Она видела в них конкурентов, чужаков, которые заберут ресурсы и любовь. Нала была слишком слаба, чтобы вскочить, она лишь приподняла голову, обнажив клыки. Конфликт назревал внутри семьи. И тут вмешалась Зури. Старая львица подошла к Кире, мягко, но настойчиво боднула ее головой в плечо, оттесняя от гнезда. Это был урок иерархии и семейного долга. Кира недовольно фыркнула и отошла, но продолжала наблюдать за братьями хмурым взглядом. Львята были разными. Первый, крупный с темной кисточкой на хвосте, уже через 20 минут после рождения начал тыкаться носом в живот матери. Он быстро нашел источник молока и, смешно перебирая лапами, закрепился. Второй был меньше. Его шерстка казалась тусклой, а движения — хаотичными. Он пытался подняться, но его задние лапы разъезжались на скользкой траве. Он падал снова и снова, пока не затих, уткнувшись мордочкой в землю. «Он не выживет без помощи», — покачал головой Самуэль. «В дикой природе мать часто отказывается от слабого, чтобы спасти сильного». Нала смотрела на маленькое, неподвижное тело. В ее глазах читалась мучительная дилемма. Она облизала сильного первенца, но затем ее внимание переключилось на второго. Она начала вылизывать его, грубо, интенсивно, пытаясь стимулировать кровообращение. Она подталкивала его носом, издавая тихие гортанные звуки, будто уговаривала его «Вставай, ты должен встать». Минуты тянулись как часы. Весь Прайд замер, наблюдая за этой сценой. И вот, когда надежда почти угасла, слабый львенок вздрогнул. Он издал тонкий писк, собрал все свои силы и, опираясь на морду матери, приподнялся. Нала подставила свой бок, служа ему опорой. Еще одно усилие, и он стоял. Шатаясь, на дрожащих лапах, он сделал свой первый шаг. «Есть!» Джошуа ударил ладонью по рулю. На его глазах выступили слезы. В тот вечер Джошуа сделал ту самую фотографию. Нала, величественная и усталая, и два крошечных львенка, прижавшихся к ее золотистому боку. Снимок, опубликованный на странице заповедника в соцсетях, за ночь облетел мир. Десятки тысяч людей следили за судьбой близнецов из Масаи-Мара. Популярность имела и обратную сторону. Через 3 дня после родов разведка донесла: в буше замечены следы чужаков. Браконьеры. Редкие львята-близнецы — это огромные деньги на черном рынке экзотических животных. «Мы не спустим с них глаз», — отрезал директор заповедника. Патрулирование стало круглосуточным. Рейнджеры с приборами ночного видения курсировали по периметру территории Налы. Люди стали для львов ангелами-хранителями, хотя сами звери об этом и не подозревали. Однако опасность пришла не от людей, а изнутри. На 5-й день Самуэль заметил, что слабый львенок перестал есть. Он лежал в стороне, его дыхание было прерывистым. «Инфекция или врожденный дефицит», — сказал Самуэль. «Если не вмешаемся, завтра он умрет». Это был риск. Львы не терпят людей рядом с детенышами. Но Самуэль решил попробовать. Вооружившись дротиком с легким седативным для Налы, совсем чуть-чуть, чтобы она просто стала сонливой, и набором витаминов с антибиотиками, он отправился к Прайду. Приблизиться было почти невозможно. Львицы зарычали, стоило джипу остановиться в 10 метрах. Но Самуэль знал психологию этих кошек. Он говорил с ними спокойным, монотонным голосом, который они слышали годами. «Тише, девочка, тише. Я здесь, чтобы помочь». Пока Нала, одурманенная препаратом, медленно моргала, Самуэль быстро вышел из машины.
Его сердце колотилось в горле. Кира была рядом. Она припала к земле, готовая к прыжку. Но Самуэль не смотрел ей в глаза. Это вызов. Он смотрел на львенка. Инъекция заняла секунды. Малыш вскрикнул, попытался укусить ветеринара за палец своим беззубым ртом и отполз к матери. Самуэль быстро ретировался в машину. «Теперь все зависит от него», — выдохнул он, вытирая пот со лба. Следующие 48 часов были критическими. Самуэль не уезжал из саванны, ночуя в джипе. И природа ответила на заботу. Витаминный коктейль и антибиотик дали тот самый толчок, который был нужен маленькому организму. На третий день после лечения слабый, львенок не просто встал. Он попытался напасть на хвост своей старшей сестры Киры. Кира, которая до этого момента была воплощением ревности, замерла. Она посмотрела на маленького наглеца, который вцепился молочными зубами в ее кисточку, и вместо того, чтобы ударить, она мягко перевернула его лапой и начала вылизывать. Лед растаял. Обида взрослой дочери сменилась инстинктом старшей сестры. Прошли месяцы. Масаи Мара изменилась. На смену засухи пришли дожди, превратив степь в изумрудное море. По этому морю теперь носились два молодых льва. Тот, что был слабее, почти догнал брата по размеру, а в хитрости даже превзошел его. Нала наблюдала за ними с вершины гранитного валуна. Рядом с ней лежала Кира, позволяя младшим братьям прыгать по своей спине. Доктор Самуэль часто приезжает к этому валуну. Он больше не берет с собой шприцы, только камеру. Глядя на то, как два молодых самца играют в охотников, он понимает, эта история не только о биологии. Она о том, что жизнь — это командная игра. Если бы не верность Прайда, если бы не настойчивость матери, если бы не бдительность рейнджеров и не та маленькая инъекция в жаркий полдень, саванна была бы на 2 жизни беднее. Львята-близнецы стали символом заповедника. Но для самой Налы они были просто ее детьми, ради которых она прошла через боль и страх, и которые теперь оглашали долину своим первым, еще не складным, но уже гордым рыком.